Листаю я такой почту, а тут бац! Научное открытие. Оказывается, ДНК имеет свойство сохранять личность человека. Всем привет! Меня зовут Сергей. И недавно я наткнулся на почтовую рассылку одной из КРИА-компаний. КРИА-РУС. Директор компании Валерия Удалова заверяет нас, что ДНК сохраняет 65% личности человека и целых 90% личности животного. Куда девается остальная часть личности, правда, не написано. И ссылок тоже нет. Стоит заметить, что КРИА-РУС занимается крионикой, но также подрабатывает долгосрочным хранением образцов ДНК. И это рекламное письмо, по всей видимости, призывает нас сохранить свое ДНК. Ведь бонусом нам сохранят еще и личность. Не всю, конечно, но во всяком случае больше половины. А я-то думал, что ДНК может хранить только ДНК. О, а вот такое же сообщение от Валерии, но уже в Facebook. Сохраняйте свое ДНК, мы вам и рассрочку дадим. Ну что, побежали сохранять ДНК? Или вначале разберемся, откуда же взялись эти 65% личности? Ссылок на источники не было. В Гугле тоже пусто. Придется самим разбираться, что имелось в виду. У меня на это есть 3 теории. Первая. Если личность формируется опытом, то получается, что ДНК может хранить в себе опыт человека. Вспомним, что такое ДНК. Это такая длинная спиралевидная молекула, которая дублируется в каждой клетке человека и хранит в себе информацию о строении тела. Под воздействием разных факторов ДНК может повреждаться, но не записывать в себя новую информацию. Из чего следует, что опыт в нее никак не влезет. Теория номер 2. Может быть, Валерия считает, что одна часть личности формируется опытом, а вторая врожденными качествами, которые и хранятся в ДНК. Вероятно, в КРИА-РУС вывели какую-то формулу, которая подсчитала, что личности в ДНК именно 65%. Но вот вам лайфхак. Сохраняйте ДНК новорожденных, ведь у них нет опыта, и получается, что 100% личности будет храниться в ДНК. И последнее, более-менее правдоподобная теория. ДНК, как и положено, хранит информацию о строении тела человека. Но почему-то только 65% этой информации относятся к его личности. А к чему тогда относятся остальные 35%? Ведь любой аспект нашего тела влияет на наше поведение, отношение к другим и восприятие мира. А знаете, я начинаю догадываться, откуда Валерия взяла эти 65%. О чем же мне написать в этой рассылке? Как же это все сложно. Так, Валерия, соберись. Ты лучший маркетолог в мире. Ты обязательно что-то придумаешь. А? Скидки! Скидки! 65%! 90%! Отправить! Даю вам 65%, что все-таки было. И это чистая правда. Очень странно, что компания решилась на практику таких вот информационных вбросов. Ведь в предыдущей рассылке был вполне понятный посыл. В ней рассказывалось о клиенте, который пришел в компанию за тем, чтобы сохранить ДНК своей кошки, которая обладает редкой породой. Видимо, за тем, чтобы в будущем, в случае чего, эту кошку можно было клонировать и эту редкую породу не потерять. Так что же произошло? Может быть, действительно на распродажу сходили? Остается только надеяться, что в будущем компания откажется от подобных новостей. Иначе, чего мы с вами только не увидим. Товарищи, в этом году, благодаря усилиям сотрудников нашей КРИА-компании, было увеличено количество личностей в ДНК с 65 до 70%. А в планах на следующий год поднять этот показатель до 85%. Ура, товарищи! Ура! Подводя итоги. Действительно бывают случаи, когда сохранение ДНК может быть оправдано. Но очень важно понимать, что из ДНК можно только клонировать существо. Если вы решите сохранить свое ДНК,
то конкретно вам от этого не будет никакой пользы, сколько бы личности в нем не хранилось. Максимум, что можно будет сделать, это в случае чего создать один или несколько ваших клонов. Но вам-то что до этого? А вы как думаете, сколько личностей в ДНК? Обязательно пишите в комментариях. Если понравилось мое расследование, ставьте лайк, подписывайтесь и встретимся в будущем.